Ахмед был богатым наследником нефтяной империи, который занимался семейным бизнесом. Когда ему было 35 лет, он влюбился без памяти в Малику, девушку, которая была на 16 лет младше его, и женился на ней. Он был счастлив, и ему не были нужны другие женщины. Все было прекрасно. Однако его водитель, которого он знал еще с детства, стал убеждать мужчину, что невеста его обманывает. Устав от этих намеков, миллионер решил переодеться шофером и занять его место, чтобы проследить за женой. То, что он узнал, было еще хуже, чем он мог представить. Ахмед был очень привлекательным мужчиной, благородным и честным. Он вырос в Дубае, окруженный роскошью и всеми удобствами. Он получал образование от лучших учителей из Европы и США. Поэтому он решил переехать в США, чтобы изучать финансы в одном известном университете. Его родители договорились о браке сына с одной девушкой из богатой семьи, когда ему было еще только 5 лет, поэтому, когда он решил уехать за границу, они напомнили ему об этих обязательствах. Девушка была очень красивая, но Ахмед ее не любил. Он сказал родителям, что хотя и уважает культуру страны, но не верить в брак без любви. После многочисленных споров родители смогли убедить его, что он должен исполнить свой долг. Ахмед пообещал, что выполнит свои обязательства, но сначала окончит университет. Та девушка тоже не была в восторге от этого брака. Молодые люди были очень разные, и у каждого были свои интересы и цели. Однако они понимали, что если не послушаются родителей, то все может закончиться плохо. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, которую они поддерживали даже на расстоянии. Когда Ахмеду оставался всего год до окончания университета, он сказал невесте, что пора уже планировать свадьбу. Она ответила, что начнет готовить все необходимое, хотя и не была уверена в правильности этого брака. Но у судьбы были другие планы на эту пару. Девушка сказала жениху, что очень хочет побывать в США, и попросила отвезти ее туда до свадьбы. Ахмед согласился, так как они планировали после бракосочетания переехать туда жить. Невеста отправилась в поездку со своей тетей, но они так и не добрались до пункта назначения. По дороге в аэропорт они попали в страшную аварию. Девушка скончалась почти сразу. Ахмед был безутешен, ведь девушка была его лучшей подругой. Парень очень горевал о ее смерти. После случившегося он больше не хотел возвращаться в свою страну и сказал родителям, что останется работать в Америке. Прошли годы, его отец заболел и попросил сына приехать на родину, чтобы заняться управлением семейной нефтяной империи. Ахмед не мог отказаться, ведь он был единственным сыном и знал, как важен этот бизнес для семьи. Ахмеду было уже 35 лет, когда он вернулся в родной Дубай, чтобы помогать своей матери заботиться о больном отце. Когда пожилой мужчина умер, разумеется, все наследство отошло Ахмеду, и он стал руководить всеми семейными бизнесами. Однажды, спеша на деловую встречу в отеле, мужчина столкнулся с Маликой, красивой молодой девушкой. Оказалось, она работала на ресепшене отеля. Ахмед был потрясен красотой девушки и на следующий же день вернулся в отель снова, чтобы увидеть ее и пригласить на ужин. Узнав, кто он такой, девушка отказалась от приглашения, но Ахмед стал убеждать ее, что все эти классовые различия просто ерунда, придуманные людьми, которым нравится чувствовать себя самыми значимыми. Он сказал, что более 10 лет прожил в США и свободен от всяких предрассудков. Наконец ему удалось уговорить девушку сходить с ним на ужин, и после этого они стали видеться почти каждый день, пока, наконец, не стали официально встречаться. Малика не скрывала от жениха, что родилась в бедной семье, и так случилось, что ее родителей уже нет в живых. Но ему было неважно ее происхождение, и через год молодые люди поженились. Мать Ахмеда была не очень довольна этим браком, так как она ничего не знала о своей невестке. Среди ее знакомых многие обсуждали: бедной девочке очень повезло найти такого богатого мужа, который был старше ее на 16 лет, и все были уверены, что она согласилась на брак только из корысти. Ахмед верил своей жене, так как считал ее хорошей, честной женщиной. Однако его мать постоянно говорила, что тот ошибся с выбором.
Но все стало еще хуже, когда то же самое ему начал говорить его водитель. Шофер сказал хозяину, что боится, что жена обманывает того, так как каждый день она просила отвезти себя в одно и то же место за городом, где заходила в какой-то дом и часами не выходила. Ахмед не верил, что жена может обманывать его, но то, что она делала, в любом случае выходило за рамки приличия. В Арабских Эмиратах полагалось, что жена должна рассказывать мужу обо всех своих действиях, но она никогда не рассказывала ему об этих странных поездках. Тогда мужчина нанял художника по гриму, который сделал из него человека, максимально похожего на его шофера. Настал момент истины. Малика решила воспользоваться тем, что ее муж уехал куда-то, чтобы поехать по своим делам пораньше. Она позвала шофера и сказала, что нужно ехать туда, куда обычно. Он подождал, пока женщина сядет в машину, и отвез ее в то место, о котором рассказывал водитель. Там женщина вышла из машины и пошла по узкому переулку, в который не мог заехать автомобиль. Ахмед не знал, что делать, но после часа ожиданий и раздумий вышел из машины и подошел к дому, в который вошла его жена. Когда он вошел в дом, весь мир перевернулся для него. Он увидел, как его жена кормит из ложки старика, лежащего в кровати. Малика, увидев, что в дом вошел тот, кого она считала водителем, сказала, что этот мужчина был ее дедушкой, о котором она не рассказывала мужу, так как он сам попросил ее ничего не говорить супругу. «Дедушка попросил с меня слово, что я не расскажу о нем Ахмеду», — сказала Малика. Пожилой мужчина произнес в этот момент следующие слова: «Для меня всегда было важнее всего счастье внучки. Больной старик не может стать помехой. Я очень доволен, так как знаю, что она влюбилась в хорошего и благородного мужчину, сеньора». «Вы и правда влюблены в мужа?» – спросил водитель. «Я люблю его всей душой, хотя мать и многие другие люди думают, что я с ним из-за денег. Ахмед – замечательный мужчина, которому не надо быть богатым, чтобы его любили. Поэтому я с гордостью ношу под сердцем его ребенка», – ответила Малика. У Ахмеда уже стали проявляться слезы. Он одновременно был рад и огорчен. Он не мог понять, почему любимая не рассказала ему о человеке, который ее вырастил, ведь он бы принял его без раздумий, но новость о ребенке гнала все негативные мысли прочь. В этот момент Ахмед стал снимать с себя грим и попросил прощения у жены за то, что позволил себе усомниться в ней. Он сказал дедушке Малике, что будет очень счастлив, если тот переедет жить к ним. Супруги собрали все вещи мужчины и забрали его к себе в дом, где он и прожил счастливо свои последние годы, наслаждаясь обществом внучки с мужем и 3 правнуков. Так заканчивается наша сегодняшняя история. К счастью, негативные ожидания не всегда оправдываются. Подписывайся на наш канал, ставь лайк, включай уведомления, чтобы не пропустить новые истории.